Сальве! С вами недовольный римлянин. И сегодня на повестке дня у нас фильм «Центурион». Фильм был снят режиссером Нилом Маршалом, которого мы все любим за сериал «Черные паруса». Давайте же узнаем, как обстоят дела с историей в данном фильме. Как нетрудно догадаться, главным героем фильма является Центурион по имени Квин Ди, которого сыграл небезызвестный Майкл Фассбендер, еще не успевший запачкаться в фильме «Чужой» премия Дарвина, «Чужой завет». По сюжету Фассбендер, видимо, командует в небольшом пограничном лагере Центенарии. Рассчитывались такие опорные пункты на небольшие гарнизоны в пределах одной центурии, 80 человек. По сценарию, этот Центернарий является почему-то крепостью Инштутил. Инштутил был легионным лагерем площадью в 21 гектар, возведенным Агаикулой между 82 и 83 годами нашей эры, во время его военной кампании против каледонов в Шотландии. Рассчитывались такие крепости как минимум на один легион из 5000 человек. Более того, в 87 году нашей эры крепость была заброшена, что было связано с выводом войск из Шотландии. Вооружение Центуриона выглядит вполне добротным. Кольчуга с оплещьями надета на поддоспешник с птеригами, перышками. И меч типа Помпеи, висящий слева, как это и было принято у командиров. А также армиллы, награды, висящие поверх кольчуги. Судя по всему, лагерь временный, так как вместо бараков здесь установлены палатки. Сами палатки выглядят вполне неплохо, за одним исключением. Сделаны они, увы, из льна. И в наши дни многие из реконструкторов делают льняные палатки. Но связано это с попыткой сэкономить средства, так как кожаная палатка, которая действительно использовалась римлянами, это очень дорогое удовольствие. И вероятнее всего, что в Британии, где дожди в порядке вещей, палатки должны были делаться из кожи, дабы надежно защитить солдат от дождя и ветра. Лучше нет красоты, чем поссать под кусты. Внезапно на лагерь аки-ниндзя нападают пикты, убивая одного из центурионов, застуканного за процессом удобрения прилагерной почвы. Решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою. Ну иди сюда. Фассбендера берут в плен и нас переносят в Йорк, тогдашний Эбрак. По сюжету Йорк является базой 9-го легиона. В крепости нас знакомят еще с одним из главных действующих персонажей – легатом легиона, непосредственным старшим командиром. Судя по показанной атмосфере в глазах Нила Маршала, римский легион – это что-то вроде банды бухих ланскнехтов. Поведение легата не может не вызывать восторженного мата. За что? А за понебратство с личным составом. Безусловно, в войсках такое иногда бывает, но в регулярной армии подобное не приветствуется, что связано с нарушением дисциплины в веренных войсках. Вам не следует набиваться в друзья этим людям. Они будут презирать вас уже через неделю. Но и вы не должны быть для них тираном. Когда солдаты воспринимают своего командира как друга, а не старшего по званию, начинаются пререкания с вышестоящими и невыполнение приказов. У одного из рассерженных собутыльников, с которым сцепился легат в местной канаве при лагерном поселении, вполне добротно сделанный пугио, кинжал, заимствованный у испанцев. На утро в Йорк прибывает гонец с приказом явиться в ставку наместника. Сам Йорк выглядит как временный походный лагерь, хотя к этому моменту это уже была хорошо укрепленная крепость. Впрочем, в защиту авторов стоит сказать, что связано, скорее всего, это было с попыткой сэкономить бюджет. А кто ты такой? Я личный посланник наместника Агриколы. Какого хера он тут делает? Юлия Агаикулы? Мне не послышалось? 9-й легион был уничтожен в годы правления императора Адриана между 117 и 138 годами нашей эры. По другой версии, в годы правления императора Антонина между 138 и 161 годами нашей эры. То есть между описываемыми фильмами событиями и правлением Юлия Агаикулы было минимум 33 года. А тем временем в Легионе Тьмы... Что Агрикола уготовил для моего народа? Полностью ломай. Извращенец, что? Я хочу, чтобы ты ломал меня.
Ломай меня полностью. Я не так прост, чтобы не видеть, что ты ищешь дорогу обратно в Рим. Я изнемогаю от желания вернуться в Рим. Британия – кладбище моих амбиций. Действительно, но ведь именно благодаря успешным военным кампаниям в Британии Агрикола получил свою популярность. Хотя и не без помощи текстов своего зятя Публия Корнелия Тацита. Войска в Каледонии римляне вынуждены были вывести в связи с неспокойной обстановкой на Рейнской и Дунайской границе, А также, возможно, по политическим причинам и нерентабельностью самой провинции. Внезапно к Агрикуле врывается какой-то раб, которого убивает личная разведчица Агрикулы, Этейн. Генерал Верил, знакомьтесь. Я убивашка. А это папаня. Не говорит ни слова, но способна выследить кого угодно. Немой следопыт? Это как в том фильме. Осталось найти только слепого дозорного, и все будет нормально. Ах да, забыл. Уже есть. В ее жилах течет кровь волчицы. На имском сленге назвать женщины волчицей означало назвать ее... В руках Куриленко держит какое-то вундерваффен британских разведчиков, троезубец амазонки или морской владычица, больше напоминающий японский дзюмонзи. Это нечто. Я не знаю, как ты это сделаешь, но ты должен их уничтожить. А горлокону в цепях приведи ко мне. Видимо, зима – самое подходящее время года для начала военной кампании. Безусловно, римляне иногда воевали зимой. К примеру, Марк Аврелий одержал свою крупную победу над сарматами в битве на замерзшем Дунае, но связано это было с неожиданными нападениями варваров на границе империи. Наступать римляне на территорию противника начинали уже непосредственно весной и летом, когда можно было найти фураж и прочее пропитание для животных. Агрикула все же расстается со своей волчицей. Во время сцены сбора легиона к походу мы видим, как легионер укладывает седло на коня, которое абсолютно не имеет ничего общего с римским рогатым седлом. Особенностью конструкции было то, что впереди и сзади находились специальные распорки, рога, которые обеспечивали надежную посадку всадника в седле. Также на солдата надеты непонятные БДСМ наручи, которые авторы исторических фильмов лепят куда попало и не имеют отношения к римской армии первых-вторых веков нашей эры. В целом, римские солдаты выглядят довольно-таки неплохо, по сравнению с тем, как их показывают в других фильмах. Не режут глаза красные туники. На головах у легионеров неплохо сделанные шлемы, напоминающие реальные образцы галло-императорских шлемов, за что фильму стоит сказать отдельное спасибо. Сегментные панциры выполнены неплохо, но имеют латунную окантовку, что больше характерно для начала 1 века нашей эры, и в фильме про разгром в Тевтобурском лесу они бы смотрелись намного уместней. Показанные шлемы, также к описываемым в фильме событиям, начинают уступать место более простым, но более защищенным итало-императорским образцам, а те, что оставались в употреблении, по возможности усиливали дополнительными накладками на куполе. Радует и то, что соблюдаются знаки отличия. К примеру, у рядового состава мечи висят на правом боку, а у командиров на левом, как это и было в действительности. Вы, парни, реально круто заморочились. Собравшись, легион выступает в поход. И впереди колонны следует Ксена. За ней идет легат и весь легион, что выглядит довольно-таки странно. В любом случае, есть у полководца проводник или нет, всегда впереди колонны высылали отряд кавалерии. Но, видимо, нашему полководцу для победы прежде всего нужен был бухач с солдатами, а не военная теория. Но надо отдать должное. Кадр действительно выглядит впечатляюще. Вымысел художника в угоду исторической действительности прощается. Хотя, возможно, и создан на основе концовки первой серии сериала «Рим». Вслед за легатом едут легионеры, верхом на лошадях. Зачем я акцентирую на этом внимание? А все потому, что они одеты в сегментные доспехи, которые всадники не использовали, так как он был попросту неудобен при посадке в седле.
По этой причине римские кавалеристы предпочитали кольчуги или чешуйчатую броню, имевшую достаточно неплохую подвижность. Стоп! Что это? Это копья? Ну, что за херня, а? Одним из главных элементов наступательного вооружения легионера был пилум. Тяжелый дротик с деревянным древком и длинным железным наконечником от 30 до 70 сантиметров. Перед атакой легионеры засыпали противника залпом пилумов, а уж затем обнажали мечи, коими и разили врага. Часто, упоминая про применение легионерами копий, ссылаются на диспозицию против Алана, написанная Арианом в начале II века нашей эры. Тем не менее, многие забывают о том, что текст был написан на греческом языке, и если правильно вчитываться, то можно сразу же понять, что речь идет вовсе не о копьях, а о стандартных легионерских пилумах. Внезапно дозорный сообщает, что впереди бежит Фассбендер, которого преследуют пикты. Услышав это, ничего лучше, чем вместе с парой всадников отправиться спасать главного героя, командир всего легиона не придумывает. Но в самом деле, что плохого может случиться с легатом легиона? Но не убьют же они его, поставив под угрозу успех всей операции. Сражайся головой, а думай сердцем. Центурион Рам, принять колонну! Да, вы не ослышались, именно Центуриону. Он решил отставить командование не старшему трибуну, не обычному трибуну, а именно Центуриону. Возможно, что речь могла идти о Примипиле, старшем центурионе всего легиона, наиболее опытным воином всего подразделения. Но его отличительная черта – белый плащ – на персонаже не присутствует, да и по сценарию это не конкретизируется. В ходе спасения выясняется, что римская кавалерия в фильме не только ездит верхом в пехотных доспехах, они еще носят и пехотные шлемы с большим назатыльником. Видимо, это для того, чтобы при падении с коня было удобнее ломать себе шею. А римские кавалерийские шлемы имели ряд особенностей, в отличие от шлемов пехотных. Во-первых, они имели более широкие нащечники, закрывавшие уши всадника. Во-вторых, для шлемов кавалеристов намеренно делались короткие назатыльники, для того, чтобы в случае падения с коня, что легко могло произойти при отсутствии стремян, всадники не сломали себе шею. Как тебя зовут, солдат? Я Квинт Ди. Я был центурионом в военном лагере Эйнштутел. Уже вечером в палатку легата заходит Ди, облаченный в доспехи центуриона, и, что самое главное, с армилами и торксами, выступавшими у римлян в качестве наград. По мнению создателей, на марше обоз был просто забит лишними доспехами и тем более наградами. Не менее любопытным остается вопрос, как так просто его автоматически назначили вновь центурионом? Разве не нужно там подтверждений каких-нибудь? А сказал бы тот, что он легат, его бы что, сразу бы легатом бы назначили? Код доступа 9736994-Б. Добро пожаловать. Что бы вы хотели? Сразу вспоминается сцена из Иосифа Флавия. Историк описывает о том, как в ходе Иудейской войны два римских солдата сбежали из иудейского плена и вернулись обратно к римлянам. Но по прибытию в лагерь были уволены из армии, так как позволили взять себя в плен. Мне не терпится с ними сразиться. Слова солдата. Гладиатора. Моим отцом был Сципион Дий. Что? Услышав подобную чушь, пучеглазие легата становится более чем понятным. Интересно, каким образом сын вольноотпущенника мог поступить на службу в легион и тем более дослужиться до центуриона? Далее события нас переносят в убогий римский лагерь, построенный по принципу Ладно, и так сойдет. Когда римляне находились на чужой территории, они каждый вечер возводили временный лагерь. Причем строился он практически всегда по определенным стандартам в виде прямоугольника. При строительстве очищалась местность от деревьев, возводился ров и земляной вал. Здесь же мы видим туристический лагерь,
или штаб партизан. Помните, что я вам говорил о относительно неплохом вооружении, которое было показано в фильме? Так вот, забудьте. Важной составляющей комплекта защитного вооружения является поддоспешник. Носить кольчугу без поддоспешника практически не было никакого смысла. В античности римляне, а впоследствии византийцы, на греческий манер украшали их птеригами, перьями, края которых торчали из-под доспеха. В фильме можно прекрасно заметить это, но посмотрев на пояс, так и хочется спросить. Что это, блядь? Что это, рядовой куча? Под самим поясом зачем-то крепится еще один ряд птериг, который надет поверх доспеха. Зачем? Какая в этом логика? Для того, чтобы и так утяжелить нелегкое вооружение? На следующий день армия продолжает свое шествие, выстроившись в колонну по два. В диспозиции против аланов, написанной Арианом в годы правления императора Адриана, сообщается, что легионеров на марше строили в колонну по 4. А на полвека ранее, со слов Иосифа Флавия, легионеров на марше строили в колонну по 6, что было более или менее удобно для отражения внезапных атак противника. Построение, показанное в фильме, довольно-таки уязвимо. Оно не только растягивает колонну, что замедляет ее продвижение, но также и очень опасно в случае неожиданной атаки противника, так как прорвать линию из 2 рядов очень и очень легко. Гений военного искусства чтит заветы Квинтелия Вара и по наставлениям своего учителя попадает в лес. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Внешний вид командиров также вызывает вопросы. Несмотря на то, что у Центуриона верно указан поперечный гребень, за что, думаю, надо сказать им спасибо. Держатель для него имеет какие-то фантастические формы. Судя по тому, как шлемы сидят на головах некоторых персонажей, видимо, закупались оптом и одного размера. Поэтому у одного солдата то лоб открыт, то щеки не прикрыты. В защиту стоит сказать, что в римской армии подобное действительно могло быть, так как новобранцу не всегда предоставлялась возможность получить себе шлем подходящего размера. Так дуло кривое, а как из него стрелять-то? Тебе честь оказана. Дубина — это именное оружие. Гордиться должен, а ты кабенишься тут. Вот только для легата и Центуриона носить подобное было бы зазорно. В конце концов, от этого зависели их жизни. Я выгляжу как кот. Отлично выглядишь, глянь, какие пуговки. Хуярь, открывай двери. Учитывая то жалование, которое им платили, они могли позволить себе новое вооружение, индивидуально подогнанное под них. Легат командует построить легион в боевое построение, которое представляет некое подобие каре глубиной в 1 шеренгу. Ну и, как нетрудно догадаться, подобный строй быстро прорывается лавиной вражеской пехоты. Любой полицейский или бывший бугрусмен скажет, построение в 1 шеренгу – это самое лучшее средство положить собственную пехоту. Сцена засады снята действительно эффектно и качественно, и впоследствии была даже заимствована создателями Rome Total War. Легион громят, а нашего героя забрасывают трупами. На этом заканчивается первая часть нашего обзора. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Удачи! Вале!